США нечем сбивать иранские ракеты. У Пентагона заканчиваются перехватчики Patriot, поэтому Трамп опять стремится к переговорам. Иран заявляет, что за 15 дней войны сбил американский истребитель, патрульный самолет и 8 заправщиков. Теперь Тегеран угрожает ракетными ударами Великобритании и Украине. Россияне атаковали 4 украинских города. Румыния за 3 дня сбила 3-й российский дрон. Трагедия в Берлине. Автомобиль наехал на толпу людей. В МВД назвали это исламистским терактом. Президент Аргентины приехал в Бразилию агитировать за сына Болсонару, пока отец отбывает срок в 27 лет за попытку госпереворота. Пожары в Испании и Франции. Число эвакуированных превысило 280 тысяч человек. ЮНЕСКО раздала новые статусы всемирного наследия и поссорилась с Израилем. 3 космонавтов МКС спустя 241 день на орбите вернулись на Землю. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Американские военные вывели из строя танкер «Лавин» под флагом Мозамбика, который попытался прорвать морскую блокаду Ирана в Оманском заливе. Центральное командование США утверждает, что экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения. Военные также высадились для досмотра на танкер «Черминар» под флагом Коморских островов в Аравийском море. Рейтер подтвердил идентификацию «Черминара», но не смог независимо установить место и время съемки остальных кадров. По данным Центкома, с начала блокады от Ирана перенаправлено 12 коммерческих судов, еще 2 выведены из строя. Корпус стражей Исламской революции заявил о крупных потерях авиации США за 15 дней войны. По версии Тегерана, с 6 по 22 июля уничтожены 11 самолетов и вертолетов на аэродромах, 17 беспилотников, истребитель F-15, патрульный P-8, транспортный С-17 и 8 самолетов-заправщиков. Агентство ФАРС показало спутниковые снимки предполагаемых повреждений американского склада в Иордании и Центра обработки данных Амазона в Бахрейне. США эти сведения не подтверждали. Иранский военный представитель заявил, что Вашингтон не добился открытия Ормузского пролива и уничтожения оборонного потенциала Ирана. По его словам, США могут выйти из войны, начать масштабную воздушную кампанию либо ввести наземные силы. Одной из их целей был Ормуз. Но до сих пор добиться своего им не удалось. Другой их целью было ослабить или уничтожить оборонный потенциал Ирана. И здесь они также не преуспели. Либо, по меньшей мере, сломить решимость и волю наших сил к сопротивлению. Им это не удалось. То есть, как видите, мы по-прежнему стойко сопротивляемся и, позвольте сказать, продолжаем охранять пролив. Мы сохранили свой оборонный потенциал и даже нарастили его. Поэтому и на этом этапе войны американцы не достигли своих целей. Нынешняя ситуация для американцев хаотична. И думаю, они ищут новую стратегию. Такой стратегией может стать выход из войны, разумеется, если сионисты позволят, учитывая предстоящую в ближайшее время поездку премьер-министра сионистского режима в Соединенные Штаты. Либо они могут, например, под давлением... Если исходить из нашего календаря, он отправится в США в понедельник и проведет встречу. Да, либо под давлением сионистского режима они могут провести масштабную воздушную операцию. Это тоже один из возможных сценариев. Мы также положили его на стол, проработали и изучили. Еще один вариант — проведение наземной операции. Мы уже неоднократно говорили о такой вероятности и говорили, что если это произойдет, степень уязвимости американцев, безусловно, повысится. Американские военные сознательно пропускают часть иранских ракет и беспилотников к объектам на базах, экономя дефицитные перехватчики. По данным NBC, ПВО теперь поражает прежде всего цели, угрожающие военнослужащим, допуская попадания по взлетным полосам, радарам и топливным складам. С начала войны Иран выпустил почти 9 тысяч ракет и беспилотников. На этом фоне президент США Дональд Трамп пока отказался от резкого расширения ударов, пишет The New York Times. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн предупредил: новая большая кампания возможна, но опасно истощить запасы патриотов, ТАД и морских перехватчиков. По оценке Центра стратегических и международных исследований, восстановление запасов займет не менее 3 лет. Уже израсходованы более 1000 томагавков и 1100 крылатых ракет «Джасом». Господин Трамп ломает голову над тем, как действовать в своей почти 5-месячной войне против Ирана. И в частности над тем, как вновь открыть Ормузский пролив, поскольку цены на бензин снова растут на фоне возобновления боевых действий за последние 2 недели. Дипломатические усилия провалились, и последний раунд масштабных атак США, похоже, не остановил Иран в военном отношении.
По словам двух источников, знакомых с ситуацией, мало кто из ближайшего окружения Гена Трампа считал план эскалации разумным. Один высокопоставленный американский чиновник, также говоривший на условиях анонимности, выразил сомнение в том, что возобновление крупных боевых действий заставит Иран вернуться за стол переговоров. Вашингтон также опасается ударов по союзникам и скачка цен на энергоносители. Обсуждавшийся рейд для вывоза обогащенного урана из Ирана потребовал бы тысяч военнослужащих и преодоления заминированных тоннелей. Пока это лишь один из возможных сценариев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник отправится в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Главная тема – Иран и безопасность региона. Нетаньяху также примет участие в церемонии памяти сенатора Линдси Грэма. Перед поездкой он заявил о готовности расширить израильскую операцию на Западном берегу. Завтра я вылетаю в Вашингтон, чтобы по приглашению президента Трампа встретиться с ним, а затем принять участие в церемонии памяти большого друга Израиля, сенатора Линдси Грэма. Должен сказать, что он был одним из величайших друзей Израиля со дня основания нашего государства. И будет правильно отдать ему эти почести. Мы с президентом Трампом также обсудим все вопросы, стоящие сейчас на повестке дня, включая ситуацию в Иране. Что касается Иудеи и Самарии, мы распорядились войти в деревни, провести обыски, изъять оружие и произвести аресты. Эти действия уже проводились и продолжаются в данный момент. Операция также прошла в больнице Шхема, Наблуса, где скрывались двое сообщников. Их задержали. Дом террориста опечатан перед сносом. Дома остальных сообщников также нанесены на карту для подготовки дальнейших действий против них. Мы готовы проводить более масштабные операции против опорных пунктов террористов. Подробнее об этом расскажет министр обороны. Прошлой ночью я разговаривал с государственным секретарем США Марко Рубио. Он вновь подтвердил намерение Соединенных Штатов решительно действовать против этой организации, Международного уголовного суда, который подвергает опасности правосудия во всем мире, а также угрожает праву демократических и суверенных государств осуществлять свой суверенитет. Фактически, Международный уголовный суд стремится поставить их безопасность в зависимость от решений коррумпированных бюрократов в Гааге. Я считаю это очень позитивным развитием событий и полагаю, что нам важно донести этот сигнал до всего мира. Корпус стражей исламской революции угрожает ударом по Великобритании, если Лондон окажет военную поддержку США. Представитель КСИР Хосейн Махеби заявил, британские объекты станут законными целями. Иран готов к любому сценарию. Одновременно МИД Ирана направил угрозы Украине, заявив, что иранские баллистические ракеты способны достичь любой точки Украины. Любая страна, будь то Великобритания, страны региона или любое другое государство, если оно поддержит Соединенные Штаты в этой войне, предоставит им свою территорию, вооружение или воздушное пространство, оно станет для нас законной целью. Поэтому, если Великобритания тоже так поступит, а недавно американский самолет Б-1 все-таки воспользовался их аэродромом, если она предоставит его для использования, то станет законной целью. Россия 26 июля атаковала сразу 4 крупных города Украины. Ночью по стране выпустили 7 баллистических ракет и 136 беспилотников. В Киеве обломки вызвали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах. Горели многоэтажка, склад, нежилые здания, 10 автомобилей и грузовик. Пострадали 3 человека, 1 госпитализирован. Утром реактивные шахеды несколько раз ударили по единственному в Кривом Роге гипермаркету «Эпицентр». Огонь охватил 16 тысяч квадратных метров. Здание уничтожено, пострадавших нет. Охранники находились в укрытии. В Харькове ракета-дрон «Бандероль» разрушила дом и повредила еще 22. Погибла 40-летняя переселенка из Купянского района. Пострадали 12 человек, включая ее 10-летнего сына и 17-летнюю дочь. По Запорожью сначала ударил дрон, затем 4 управляемые авиабомбы. Поражены автозаправка и склады, повреждены жилой дом, учебное заведение и дворец культуры. В автомобиле погиб 46-летний мужчина, 6 ранены. МИД Ирана обвинил Украину в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва 1 моряк погиб, еще 1 ранен. Тегеран назвал это актом агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об ударе по российскому военному кораблю и судам, перевозившим связанные с Ираном военные грузы. Решительное осуждение военного нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Нападение украинского режима на иранское торговое судно в Каспийском море, факт которого открыто признал глава этого режима, свидетельствует о продолжении неразумного и враждебного курса украинского режима в отношении Исламской Республики Иран.
Исламская республика Иран подчеркивает, что никогда не вмешивалась в российско-украинский конфликт и обращает внимание Совета безопасности ООН, европейских государств и всех членов Организации Объединенных Наций на очевидный факт. Атаковав иранское торговое судно, украинский режим не только совершил международно противоправное деяние, но и предпринимает опасную попытку расширить войну и зону нестабильности. Все стороны, обеспокоенные сохранением мира и безопасности в Восточной Европе и прилегающих регионах, должны занять ответственную позицию в отношении этих опасных действий украинского режима и привлечь украинское руководство к ответственности за этот преступный и провокационный акт. Исламская республика Иран, руководствуясь основополагающими принципами и нормами международного права, в особенности принципом законной самообороны, без колебаний будет защищать свои национальные интересы и безопасность. Само собой разумеется, что ответственность за последствия авантюрных действий главы украинского режима будет возложена на этот режим, а также на его сторонников и подстрекателей. Министерство иностранных дел Исламской республики Иран. Напомним, Иран с 2022 года снабжает Россию ударными беспилотниками «Шахед-131» и «Шахед-136», а также передал технологию их производства. Российская армия выпускает их под названиями «Герань-1» и «Герань-2» и регулярно применяет против Украины. США и Евросоюз также сообщали о поставках Москве иранских баллистических ракет малой дальности. Утром в воскресенье истребитель F-16 ВВС Румынии сбил еще один беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина-Килия. Это уже третий дрон, сбитый румынскими пилотами за 3 дня. Президент Румынии Нику Ордан поблагодарил летчиков и подразделения на земле за профессионализм и эффективность. Согласно расследованию Генеральной прокуратуры, беспилотник, сбитый в пятницу утром, относился к типу «Шахед», который Российская Федерация применяет в агрессивной войне против Украины. Расследование обстоятельств уничтожения беспилотников вчера и сегодня продолжаются. Дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основан на результатах этих расследований. Недопустимо и неприемлемо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Подобные действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками. В Берлине разыскивают подозреваемого после наезда автомобиля на участников Прайда. В субботу вечером машина въехала в толпу в парке Тиргартен, недалеко от Бранденбургских ворот. 1 человек погиб, 16 получили травмы. По данным пожарной службы, 3 находятся в критическом состоянии, еще 8 в тяжелом. После столкновения из автомобиля вышли несколько человек. Полиция также проверяет сообщения о пострадавших от холодного оружия. Подозреваемый установлен, но пока не задержан. Это 21-летний Абдул Б, ростом около 1,90 м. Полиция предупреждает, он может быть вооружен, приближаться к нему не следует. Согласно предварительным выводам следствия, предполагаемый преступник уже установлен. В отношении подозреваемого проводятся соответствующие мероприятия, однако он пока не задержан. Полиции этот человек известен. Он известен как участник берлинской исламистской среды. Его разыскивают в максимально интенсивном режиме. Пока речь идет о предполагаемом преступнике. У нас еще нет никаких сведений о его конкретных мотивах, точной последовательности событий или его непосредственной роли в преступлении. Тем не менее, подозреваемый установлен. Он является, или, как предполагается, является участником берлинской исламистской среды. До инцидента в ежегодном шествии Кристофер Стрит Дэй участвовали сотни тысяч человек. Празднование было досрочно прекращено. Я очень благодарен сотрудникам берлинской полиции и пожарной службы, которые прибыли сюда чрезвычайно быстро. Они оперативно начали оказывать помощь пострадавшим, и эта работа продолжается. Расследование также началось незамедлительно, чтобы мы могли задержать преступника или преступников. Могу лишь сказать, что Берлин, как город свободы и многообразия, продолжит твердо отстаивать свои принципы и ясно заявлять о своей позиции. Мы никому не позволим отнять у нас наш образ жизни и сложившийся порядок совместной жизни. А вот как прокомментировал случившееся в Берлине министр внутренних дел Германии Александр Добринт. Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим нападением. Мы знаем, что подозреваемый Абдул Балут находится в розыске. Сейчас в его поисках задействованы значительные силы берлинской и федеральной полиции. Поиски ведутся не только в Берлине, но и на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на границах. Мы имеем дело с предполагаемым преступником, который и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за многочисленных правонарушений, радикализации и принадлежности к исламистской среде. Подозреваемый является гражданином Германии. У него ливанские корни. Он родился здесь.
Президент Аргентины Хавьер Милей включился в избирательную кампанию соседней Бразилии. На съезде либеральной партии в Сан-Паулу он поддержал сенатора Флавио Болсонару, старшего сына бывшего президента Жаира Болсонару и впервые кандидата на высший государственный пост. Милей призвал его остановить социалистический мусор и заявил, что только Болсонару способен победить действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Сам Жаир Болсонару участвовать в выборах не может. Верховный суд приговорил его к 27 годам тюрьмы за организацию попытки переворота после поражения на выборах 2022 года. Его признали виновным в руководстве преступной группой. Попытки насильственно ликвидировать демократический порядок и захватить власть. Сейчас он находится под домашним арестом. Он, судья Александре Ди Мораес, не позволил мне навестить моего несправедливо заключенного в тюрьму друга. Хотя президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находясь в тюрьме, регулярно принимал иностранных лидеров. Среди них был и тогдашний ужасный президент Аргентины Альберто Фернандес. Сегодня Бразилия может присоединиться к региональным преобразованиям, которые мы наблюдаем в последние годы, и благодаря которым Латинская Америка станет синонимом прогресса, а не романтизированной бедности, изображаемой в некоторых произведениях магического реализма. Я твердо убежден, что нет другого кандидата, способного предотвратить угрозу возвращения президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая нависла над Бразилией, словно дамоклов меч. Мы верим, что ты, Флавио, остановишь этот социалистический мусор. Именно поэтому я считаю, что сегодня Флавио — тот человек, который способен остановить Лулу и добиться настоящих перемен для всех бразильцев. В первый раз они попытались убить моего отца, когда ударили его ножом в живот. Во второй раз они попытались убить моего отца и все, что он олицетворяет, когда унизили его и отправили в тюрьму. Теперь они пытаются убить моего отца в третий раз, изолируя и заставляя замолчать величайшего правого лидера в истории нашей страны. Папа, я оправдаю твое доверие. И в январе следующего года именно ты наденешь на меня президентскую ленту. В Бразилии Лула да Силва пока лидирует. По данным социологических опросов компании Datafolha, во втором туре он набирает 48% против 43 у Флавио Болсонару. Президентская избирательная кампания официально начнется 16 августа. Студенты всю ночь праздновали отставку министра образования Индии Дхармендры Прадхана. В Дели они танцевали с национальными флагами. В Чандигархе раздавали сладости и мороженое. Это отставка не Прадхана, а высокомерие Моди, заявил один из участников акции. Индийские газеты назвали произошедшее победой поколения Z. Крупнейшие молодежные протесты последних лет начались после утечки заданий медицинского экзамена, который сдавали более 2 миллионов человек. Власти отменили результаты, начали расследование продажи тестов и назначили пересдачу. В Хайдарабаде прошел марш памяти абитуриентов, покончивших с собой после скандала. Организованное партией тараканов, движение потребовало отставки министра и реформы всей экзаменационной системы. Правительство согласилось, после чего протесты прекратились. Новым министром образования назначен Пралхат Джоши. Для премьер-министра Нарендры Моди это крупнейший политический кризис третьего срока. Молодежь – важная часть электората его партии перед региональными выборами. Лесные пожары в Испании и Франции охватили уже около 240 тысяч гектаров. Эвакуированы более 280 тысяч человек. Еще десяткам тысяч приказано не выходить из домов. В Испании огонь бушует в 4 регионах. В Мадриде и соседней Авеле выгорело не менее 45 тысяч гектаров. Повышение влажности помогло локализовать основные фронты, но отдельные участки остаются активными. Огонь распространяется к Толедо. Эвакуированы 39 населенных пунктов, 7 изолированы. Наиболее тяжелая ситуация в Кастильоне. Пожар возле Ла-Валь-Дуйшо проник в природный парк Сьерра-де-Эспадан и вышел за пределы возможностей пожарных. Периметр превысил 21 километр. Из 15 муниципалитетов вывезли более 16 тысяч человек. 6 потребовалась медицинская помощь, 3 госпитализированы с отравлением дымом. Испании помогают 176 пожарных из Португалии, Греции и Италии, 41 машина и 4 самолета. С начала года в стране выгорело более 152 тысяч гектаров, в 6 больше, чем год назад. Во Франции огонь приблизился на 30 километров к Бордо и достиг курортного полуострова Кап-Ферре. Только за субботу эвакуировано еще 55 тысяч человек. Всего свои дома и гостиницы покинули более 250 тысяч жителей и туристов. Около 220 тысяч в департаменте Жиронда. Выгорело примерно 42 тысячи гектаров. С пламенем борются 2500 пожарных, военные, 18 самолетов и вертолеты. Огнезащитную смесь сбрасывает военно-транспортный А-400. Тушение осложняют ветер, засуха и сосновые леса. Нарушено дорожное и железнодорожное сообщение с Бордо. Аэропорт продолжает работу. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в южнокорейском Пусане включил в список новые объекты из Японии, Таиланда, Китая и Палестины. Решения охватывают древние столицы, буддийский храм,
центр фарфорового производства и археологический комплекс на западном берегу реки Иордан. Японию представляют древние столицы Асука и Фудзивара в префектуре Нара. В единый объект объединили 19 археологических памятников, остатки дворцов, государственных учреждений, буддийских храмов и погребальных курганов. Они показывают, как с конца VI до начала VIII века в Японии формировалось централизованное государство, заимствовавшее элементы законодательства, городского планирования и буддизма из Китая и Кореи. Именно здесь появился Асука-дера, первый буддийский храм страны. Позднее эта модель повлияла на строительство Нары и Киото. Теперь у Японии 27 объектов всемирного наследия. Этот объект представляет собой исключительное свидетельство значимого обмена человеческими ценностями и процессов формирования древних столиц Восточной Азии. Сегодняшнее включение объектов в список открывает новую главу в многовековой истории Асуки и Фудзивары. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность сохранению и передаче этого ценного наследия будущим поколениям. Раскопки и восстановления еще не завершены, но власти одновременно готовятся к наплыву туристов. Дороги вокруг памятников узкие и используются местными жителями, поэтому посетителей призывают отказаться от автомобилей. Первым объектом всемирного наследия на юге Таиланда стал буддийский храм Ват Пхра Махатхатвара Махавихан в Накхон-Ситхам-Марате. Кампания за его включение продолжалась 14 лет. Комплекс возвели в начале XIII века. Его главная святыня — 78-метровая колоколообразная ступа, построенная под влиянием архитектуры Шри-Ланки. Это уже 6-й культурный объект Таиланда в списке ЮНЕСКО. Китай добился включения системы фарфорового производства Цзиндаджиня. Это первый китайский объект промышленного наследия и первый объект ЮНЕСКО, посвященный фарфору. Комплекс показывает полный производственный цикл, существовавший с X по XIX век, городской центр, древний Пичихутянь, месторождение каолина и фарфорового камня, район заготовки древесины и речные пути доставки сырья. Готовую посуду и вазы отправляли через Янцзы на рынки Азии, Ближнего Востока и Европы. Число китайских объектов всемирного наследия выросло до 61. Я очень рад включению Цзиндаджэня в список всемирного наследия. Я дважды бывал в Цзиндаджэне и открыл для себя это удивительное место, где хранится вся память о древней традиции производства керамики. Это чрезвычайно важно не только для Китая, но и для всего мира. По экстренной процедуре ЮНЕСКО одновременно внесла Себастию в основной список и перечень наследия под угрозой. Археологический комплекс расположен возле Наблуса, на западном берегу Иордана. Его связывают с древней Самарией, столицей Северного Израильского царства. Здесь сохранились памятники Железного века, римского, византийского и исламского периодов. Христианская и исламская традиции называют Себастию местом погребения Иоанна Крестителя. Израиль выступал против решения. Комитет сослался на продолжающиеся территориальные споры. Палестинские заявки Израиль не признает. Он считает, что членство палестинцев в ЮНЕСКО не имеет правовых последствий по международному праву, а сами номинации служат тому, чтобы закрепить претензии на территории через культурные списки. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в казахской степи юго-восточнее Жезказгана. На Землю вернулись астронавт НАСА Крис Уильямс и космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. Утром экипаж закрыл переходной люк. Корабль отстыковался от модуля «Рассвет», а через несколько часов отработал тормозной импульс и вошел в атмосферу. На финальном участке спуска раскрылся парашют. У самой Земли сработали двигатели мягкой посадки. Космонавтов встретили поисково-спасательные группы. По традиции их извлекли из спускаемого аппарата и усадили в кресла. После 8 месяцев невесомости человек не может стоять самостоятельно. На станции экипаж провел 241 день и совершил 3856 витков вокруг Земли. Накануне Сергей Куть-Сверчков передал командование станцией астронавту НАСА Джессике Меир. С этого момента официально началась длительная экспедиция МКС-75. Впереди у вернувшихся медицинские обследования и реабилитация. Заново привыкать к весу собственного тела приходится неделями.